Если честно, не такое уж большое количество блюд я люблю больше, чем жареную картошку с луком, с жареным луком, потому что это одно из моих любимых блюд. Но есть кое-что, что я себе готовлю, когда прям вообще хочу угореть по хрустящей картошечке. Нет, я не заказываю ее из Макдака, я готовлю себе драники. Я экспериментировал с драниками очень много раз, и очень много раз получалось всякое дерьмо. Почему? Потому что вместо того, чтобы сделать нормальные драники, я брал рецепты из интернета, и вместо того, чтобы просто сделать вкусняху, занимался прыжками в ширину. То есть я, например, экспериментировал с количеством муки, яиц, экспериментировал с жаркой на сале. Получается, конечно же, вкусно, но не совсем то, не совсем те оригинальные хрустящие драники. Теперь, наконец-то, я готов поделиться с вами секретами приготовления драников, которые я собирал по всему интернету, экспериментировал. Теперь могу сказать, что так точно лучше. Спонсор данного видосика — я. У меня есть отдельный инстаграм, в котором моя команда постит классные, во-первых, граммовки всех моих рецептов, во-вторых, классные фото еды, потому что вот Саша сейчас стоит за кадром, он делает фотографии, снимает видео, у него есть девушка Ксюша, она тоже офигенно фотографирует. Короче, друзья, если вы хотите подписаться на супер крутой инстаграм, в котором каждое воскресенье проходит розыгрыш ножей от Самуры, достаточно просто быть подписанным и оставить любой комментарий вообще на любом посте. Вообще на любом посте. То есть тебе что-то понравилось, ты такой: о, классно, мне понравилось. Все, ты автоматически участвуешь в розыгрыше ножей от Самуры. Если вам это интересно, причем каждое воскресенье, каждую неделю, месяц за месяцем, там раздаются ножи. Ссылочка находится в описании, либо просто вот вбивайте в инсту, подписывайтесь и оставляйте любой комментарий. Итак, первое. Дерьмовая идея — это делать драники на терке. Объясняю? Опасно. Объясняю почему. Если вы берете обычную вот такую вот терку и используете ее крупные дырочки, то у вас получаются такие куски типа жареной картохи, не особо хрустящие, слишком крупно. Если же вы берете вот эту вот терку, которая самая мелкая, то вы получаете кашу. И структуры драников, состоящих из таких ниточек поджаренных, хрустящих, тоже не получается. Ну и это геморройно, это капец как долго. Единственное, что в теории может подойти, если у вас нет кухонного комбайна, это что-то вот типа такой терки для моркови по-корейски. Она действительно делает тонкие ниточки, волосиночки такие, которые потом в масле становятся хрустящими. Ну и, конечно, можно, наверное, угореть и сделать кашу на микроплейне, но если вам не жалко 3 часов своей жизни. Короче, если у вас есть вот такой вот комбайн, который сделает из картошки тоненькие такие полосочки, не крупные куски, как на терке, а тоненькие полосочки, сразу берите его. Мается вот это вот создание каши на терке, лучше что-нибудь другое приготовить, просто пожарить картошку. Следующий, в кавычках, секрет. Кроме картошки, лука, соли и перца не нужно ничего. Максимум туда можно еще чесночка надавить. Никакой зелени добавлять в драники не нужно, это во-первых. И тем более не нужно туда добавлять муку. Это, блин, не блины. Не нужно туда добавлять яйцо. Это, блин, не омлет. Вы скажете: а за счет чего же все будет держаться? Оно же развалится. За счет крахмала, который выступит из картофеля. А для этого нужен крахмолистый, я сказал крахмолистый. Для этого нужен крахмолистый картофель. Картофельный крахмалик. Но как же понять, крахмалистый картофель или нет? Да нахрен ничего не надо понимать. Нужно сделать вот так. Вариант 1. Разрезаем картошку, трем в течение 10 секунд. Если выступает крахмалистая пена и картофельно держится сама за себя, это я увидел в интернете, то в принципе там крахмал есть. Вот это, друзья мои, достаточно крахмалистый картофель. Но если честно, я вам советую дурью не маяться, а просто на килограмм картошечки, которая будет превращена в драники, добавить 2 столовые ложки простого крахмала. Он никак особо на вкус не влияет, но все точно склеится, без всяких яиц, муки, клея, свистоплясок и призывов дьявола. Например, сейчас в Ашане такой пакетик крахмала 200 грамм стоит 20 рублей. И сейчас я научу вас чистить картофель. Шутка, берешь, сука, и чистишь. Берешь руки свои, берешь экономку Bled и делаешь вот так, короче. Вот так вот. Делаешь, короче, у тебя очищается картошка. Понял? Окей. Как только мы картофель очищаем и натираем, натираем его комбайном, понятное дело, он начинает окисляться, то есть становиться темным. Этого можно избежать, добавив в картошку сразу лук, то есть лучше сразу сначала лук и потом туда уже к луку картошку. Можно добавить туда пару столовых ложек сметаны. Это тоже сметана как бы кисло-жирная, она предотвращает окисление.
А можно не делать ни черта, потому что какая разница, какого цвета картошка, мы все равно жарить будем. Поймите правильно, я слышал, что типа окислившаяся картошка становится менее пышной, менее хрустящей. Чё-то я ни хрена этого не заметил. Ну, у вас там в миске она лежит, там верхний слой чуть-чуть потемнел, там у вас 0,5% вашей картошки, верхний миллиметр из миски потемнел. Офигеть, как будто это как-то повлияет на вкус. Короче, дурью не майтесь, если хотите туда просто так ливануть сметаны, ну ливаните сметаны, ёкалманы. Здесь где-то 1200 грамм картофеля, короче, больше килограмма. Ну, я добавлю вот такую вот здоровенную луковицу. В принципе, вы можете добавлять до 30, даже 40, наверное, процентов, ну, по весу лука будет норм. Больше будет уже, короче, не драники, а будет луковые, луковые котлетки или типа того. А поэтому, ну вот на такое количество я добавлю одну луковку. Я знаю, что вы уже привыкли, что я сейчас буду лук мелко-мелко крошить, но не в этот раз. В этот раз мне его крошить не надо, потому что все за нас сделает обычный кухонный комбайн. Сниму вот так верхнюю пленку. Просто продавливаем все это дело в комбайн, начиная с лука. И я на всякий случай повторюсь, я не говорю, что нельзя как-то так натереть на терке. Но на терке, скорее всего, получается либо слишком крупно, либо каша, либо это капец как долго. Поэтому просто позвоните своим соседям, спросите, есть такой комбайн? Я уверен, что даже если у вас нет его, то он есть у вашей бабушки там в соседнем доме, там у вашего дедушки в соседнем районе, либо там просто у соседей сверху. А теперь смотрите, посмотрите вот на эти макаронины волосинки, вот на эти ниточки. Это идеальная консистенция для драников. Не каша и небольшие куски, а именно вот такие вот нитки. Больше килограмма драников натираются примерно секунд за 40. Вот. Идеальная драничная консистенция. Так, сейчас перемешаем с луком. Используя технологию под названием руки, перемешиваем все это в однородную массу луково-картофельную. На самом деле просто распределяем лук по массе картошки. Я еще раз повторяю. Видите, какие штуки? Вот такие. Вот. Не каша и не куски. Вот так. Само собой, вся эта штука слишком жидкая, и лишнюю влагу нужно слить через обычный дуршлаг. Дранички можно немножко отжать, но еще раз, без фанатизма. Если мы будем делать вот так, то есть каждую прям вот все выжимать, вот так все, у нас будет слишком сухая масса. Поэтому, даже намочу чуть-чуть назад, без фанатизма. Вот так. Огромное количество крахмала с соком у нас оттуда вымывается. Сейчас я покажу. Смотрите. Видите сок? А вот этого что? Это, друзья мои, крахмал. Можно запариться, сок слить, вот это вот назад этот крахмал к драникам назад присоединить, но пофиг. Я просто сразу советую добавить 2 столовые ложки, с небольшой горкой крахмала и уже забыть об этом, что все слиплось точно. А на вкус-то вообще никак не влияет. Повторяюсь, соль, перец, пара чесночинок, но это я добавлю пару чесночинок. На самом деле соль, перец, лук, картошка, больше ничего не нужно. Не добавляйте туда зеленую зелень, она становится жухлой. То есть лучше зелень, например, там укроп, петрушка, зеленый лучок, лучше на драничек положить, пока вот эта зелень ароматная, и драничек хрустящий съесть, пока зелень свежая. В само тесто, в саму массу теста, там нет муки, мы ничего не замешиваем. Свежемолотый перец, пол чайной ложечки. Соль, примерно чайная ложка без горки. Картоха достаточно нажористая штука, поэтому вот так не жалеем сольки, чайную ложку добавляем. И я потру пару чесночинок вот таких вот, короче, несколько зубчиков чеснока. Но это чисто моя тема, вам это совершенно не обязательно. Ну вот так, пол столовой ложечки пюре чеснока. И все это вот так замешиваем, перемешиваем, чтобы было однородно. Я прям как профессиональный повар даже... кусок лука. Даже на ложку перешел вместо рук. Чуваки, холодные драники говно. Поэтому, если вы вот там натерли этого, там, 4 килограмма и думаете, сейчас буду 3 дня питаться драниками, лучше пленкой закройте, причем вот так. Раскатайте кусок пленки, отрежьте кусок пленки, и вот так, чтобы оно, понимаете, покрывало, то есть чтобы не было там кислорода вообще, чтобы оно прилегало. И потом продолжите жарить завтра, например, ничего с этой пюрехой не случится.
Не нужно жарить кучу и замораживать готовые драники. Они размокают и становятся дерьмом. В плане соусов ничего лучше прохладненькой сметанки к драникам нет. Но если очень охота повыпендриваться, то можно сделать так. Мелко режем где-то столовую ложку укропа. Несколько тертых зубчиков чеснока, у меня целая чесночина. Так. Так, оп. Люблю чеснок. Оп. Оп. Столовая ложка майонеза для жирности. Пару столовых ложек соевого соуса для солоноватости. И все это дело по вкусу разводим сметаной. Ну это ладно, начинаем жарить. Я слышал очень много информации о том, что типа на сале, вот у меня, короче, кусок сала, охренительный, вот такой кусок сала, только на нем можно жарить драники. Ну, то есть, если ты жаришь не на сале, то ты вообще петушара, вообще шут гороховый, иди отсюда нафиг. Мне не очень нравится на жире, на сале жареные драники. То есть, картофельная хрустящесть вот это остается, но привкус вот этого вот жареного жира, он не очень клевый. Однако, если вы жарите на сале, то делайте вот что. Сало нарезаем тоненькими полосками. То есть сначала вот так. Почему полосками? Чтобы их было легко потом из жира растопленного уже вынуть. То есть делаем вот так и вот так. Большая площадь, но при этом шкварки будут такие длинненькие, их будет легко вынуть. Добавляем на сковородку немного воды, да, вы не ослышались, воды. Выкладываем наше сало, но сначала сало, потом ливануть воды. Кстати, учитывайте, что оно тоже соленое, то есть как вы жарите, будет еще солоновее, если вы будете жарить на соленом сале. И включаем самый маленький газ. Зачем вода? Вода помогает быстро нагреть кусочки сала, и они начинают быстрее растапливаться, то есть быстрее жир переходит в состояние жидкое. Но опять же, если хотите знать мое мнение, жарьте на подсолнечном со сливочным, либо просто на подсолнечном, дезодорированном, рафинированном, не вонючем масле. Потому что вся эта свистопляска с вытапливанием жира, на мой взгляд, не стоит того. Если уж вы совсем по салу угораете, вы это сало натрите вместе с картошкой, чтобы это сало было внутри драника. А жарьте на обычном масле. Вкус жареного сала будет. Сало становится прозрачным, то есть вода просто помогает секунд за 30 стартовать процесс быстрее. Вода сейчас испаряется и пойдет вытапливаться уже нагретое сало. Вот, собственно, сколько у нас масла вытопилось, вы можете видеть на сковородке. Достаточно дофига. Ну вот это вот все свистопляска, вот это все вынимать надо, вот эти шкварки. Ладно, пофиг. Вот, смотрите, сколько у нас сала. Жарим. Следующий совет. Не жарьте на супер-пупер разогретой сковородке. Лучше подождать несколько минут, то есть минуты 4 с одной стороны, минуты 4 с другой, то есть не должно сразу же подгорать, иначе внутри останется сырая картошка. Никто не любит жрать сырую картошку. Перемешиваем еще разик, потому что вода отслаивается. Вот такой консистенции вся эта штука получается. Берем целую столовую ложечку, вот. И для того, чтобы все это дело не растекалось особо сильно, есть несколько способов. Вот так вот приминаем и формируем кружочек лопаткой. Ну, чтобы оно вот так вот уже на сковородке в сале не разбегалось. Вот так. Так. Просто подтыкаем убегающие куски лопаткой. Вот. Один раз подоткнули, все, оно уже сформировалось. Пускай оно так минуточки 3-4 пожарится. Да, так, если что, если вы перевернули, я вот сейчас перевернул, но хочу, чтобы они были еще более золотистыми. Никто не мешает пожарить 3 минуты с той стороны, еще с этой стороны, еще с той стороны, еще с этой стороны. Пофиг. Но обязательно выкладывайте драники на салфетки, чтобы салфетки оттянули лишнее масло. Жарить на небольшом количестве масла не поможет. Они все равно все, что могут, напитают. Отпитать это назад могут только салфетки. Ну, либо ешьте супер жирные драники. Я не против, например. Ну и делается все это ради вот этого звука.
Короче, в процессе жарки драников никуда не надо торопиться. 4 минутки с одной стороны, 5 минуток с одной стороны. Они все равно станут хрустящими. Главное, чтобы внутри переготовиться внутри. Они не могут. Поэтому просто не торопитесь. Небольшой огонек. Маслица шкварчит. Хрустящая корочка. Просто ждите, пока они станут золотистыми и внутри пропекутся. Ну вот, собственно, то, чего я добивался. И обязательно на салфетке. Народ. Обязательно на салфетке. Если вы не любите большое количество жира, может, вы любите большое количество жира, я даже не знаю. Вот так. Это драники на сале. Повторяюсь, я не особо большой фанат драников на сале, но давайте узнаем мнение моего оператора, его женщины, короче, может быть, им понравится. Так, давайте попробуем. Масло, конечно, из него льется, ого-го. Жира, точнее, в данном случае. Так, драник вкусный, драник хрустящий. Привкус сала даже забивает немножко привкус драника. То есть, поймите правильно, это все еще вкусно, но он больше такой сальный драник. Прям отдельный тип драника. Ну, мне как человеку, который до этого сала не пробовал, просто очень жирно. И немножко, да, не чувствуется так сильно вкус картошки. Но текстура очень прикольная, а так, наверное, мне не очень зашло. Лучше без. Вот такие вот отзывы, чтобы вы понимали, это идеальный, хрустящий, но при этом мягкий, вот такой мягкий внутри драник для любителей сала. Поэтому повторяюсь, если вы не фанат сала с хлебом, лучше на подсолнечном масле. Вот так. Кстати, после каждой партии драников, если что-то там, какие-то кусочки остаются, не обязательно ничего мыть. Просто берем бумажные салфетки и делаем вот так. Следующие драники на обычном рафинированном дезодорированном маслице. Тоже достаточно дофига наливаем. Что впитается, то впитается. В любом случае салфетки выпитают назад. Кстати, если хотите идеально круглые и красивые драники, используйте вот такое вот кулинарное кольцо. Идеальный цвет. Для меня вот это вот идеально. Хрустящая картошечка. Ну что, Сань, попробуй со сметанкой. Давайте. Со сметанкой. Давайте, хорошо, я люблю сметанки побольше. Самый супер-мега идеальный вариант. Он супер хрустящий, с холодной сметанкой. Великолепно. Ксюша, а каково твое мнение? Ну, мне кажется, вкус стал поприятнее. На самом деле, я не очень вижу разницу, но менее жирно стало, по-моему. Ну и чтобы быть до конца честным, драники на сливочном масле. И совсем капелька подсолнечного, чтобы сливочное не горело. Точнее, горело меньше, оно все будет гореть. Драники на сливочном масле. Пробуем. Офигенно мягкие внутри, по понятным причинам. Блин, вы слышите, вот это вот корочка. И видите, супер мягкая картошка внутри и корочка сверху. Ну, а теперь уже вот мы вот используем чудесный наш соус и попробуем. Не могу сказать, что драники, жареные на сливочном масле, в разы отличаются от жареных на подсолнечном. Но в целом этот рецепт без яиц, без муки, без всякой фигни. Он идеален. Само собой, это не какие-то там устрицы с черной икрой и лобстериными жопами. Нет, это просто драники.
но по этому рецепту они просто очень вкусные и охерительные. Вот так. Мнение. Так, ну что, давай попробуем. Давай сначала я попробую с соусом, потому что я уже пробовал с... Я справился без ножа, но так, сложно было. Так. Угу. Сами драники, как я и думал, стали немножко нежнее, как будто бы. Ну, то есть разница не то чтобы супер огромная, но как будто бы так лучше всего. Ну и соус великолепный, соленый, замечательный, соевый соус чувствуется очень вкусненько, майонезик. Да, мне очень зашел соус, и вот это, наверное, мои самые любимые драники из всех троих. Так из-за соуса или драники вкусные? Нет, я думаю, что они стали чуть мягче и нежнее из-за масла сливочного. Поэтому я голосую за них. Чтобы вы понимали, друзья, супер хрустящая штука, ультра мягкая внутри, только окунаешь в сметанку и вот так. И сметанка. Божественно. Если закреплять полученный материал. Первое. Нафиг яйца, нафиг муку. Ничего не нужно. Нужно 4 ингредиента. Картошка, лук, соль, перец. Все. Если вы не уверены, насколько ваша картошка мега крахмалистая, тут никакого крахмала не чувствуется. Хотя мы туда 2 ложки добавили. Не уверены, насколько картошка крахмалистая? Долбаните 2 ложки крахмала и перемешайте. Следующее. Терка — это зашибись. Но если хотите получить вот такую вот текстуру, супер хрустящую, не кашистую, используйте кухонный комбайн. Можно, наверное, и на терке это руками натереть, но есть рецепты, которые стоят того, есть, которые не стоят того. Вот драники делать на терке не стоит того. На каком масле жарить? В принципе, на обычном подсолнечном масле, либо на сливочном масле, если не боитесь жареного обгорелого сливочного масла. Можно и на сале. На сале сильно дольше, и не все любят этот аромат, этот привкус. Следующее. Не добавляйте зелень внутрь драника. Туда можно сало, наоборот, добавить, жарить на обычном подсолнечном, но внутрь добавить сало туда. Вот также кусок сала туда просто зафигачить в блендере, грубо говоря. Добавляйте зелень в соус, либо просто присыпайте сверху. Так она гораздо вкуснее. Ну и ключевой момент по приготовлению: не жарьте на большом газу. Подождите 4 минутки с одной стороны, или даже 5 минуток, пока оно не приготовится точно внутри. Пережарить внутри невозможно, а вот быстро сделать черную корку, пока внутри сырое, возможно. Это вот тот случай. И да, этот соус, который я показал, офигенен, но лично для меня, для драников, лучше сметаны нет вообще ничего. Вот такие вот дела. С вами был славный дружа Обломов. Кушайте много, кушайте вкусно. Огромное спасибо всем, кто ставит пальцы вверх. Ваши пальцы вверх и комментарии поддерживают канал. Если нравятся вот такие вот гайды по простым рецептам, ставьте пальцы вверх. Я понимаю, что будут эксперты в кавычках в комментариях, которые скажут: ну без яйца это, короче, не то. Ну куда же драники без муки? Но, по-моему, я доказал, что там не нужно ни яйцо, ни мука. Все прекрасно переворачивается, все прекрасно склеивается. А если вы не уверены в крахмалистости картошки, сыпаните, ложку крахмала. Вот и все. Кушайте много, кушайте вкусно. Всем пока.